Огромные фабрики изготавливают эту сладость в течение всего года, но больше всего продаж именно на Хэллоуин и Рождество. Многие просят меня снять видео сладости, которые готовятся легко и просто. Всем привет! Меня зовут Наталья, и вы на канале Вкусняшки у Наташки. Но не забывайте, что сладкое есть в больших количествах не очень полезно, а иногда и вредно. А начинаю я с орешков. Фисташки, очищенный миндаль и лесной орех, фундук надо просушить в предварительно разогретой духовке при температуре 160 градусов примерно 15 минут и остудить. 300 грамм меда и 50 грамм глюкозы, которую можно заменить 100 граммами сахара, на медленном огне растопить, перемешивая деревянной ложкой, добиться полного соединения. Два белка взбиваем в густую устойчивую пену, не добавляя сахара. Мед с глюкозой я нагреваю почти до 130 градусов. Он становится таким немного коричневатым. Снимаю с огня и аккуратно перемешиваю с белками. Вначале могут появиться небольшие мелкие комочки, но это не страшно. Можно опять взбить миксером, и на медленном огне я увариваю эту смесь до определенного состояния. История этой сладости достаточно древняя и отправляет нас в 800-е и 900-е годы нашего времени. Название, скорее всего, происходит от названия колокольни Домского собора в городе Кремона, Италии. В наше время существует 3 способа приготовления тароны: твердый, средний и мягкий. Я готовлю мягкий. В летописных источниках самое раннее упоминание было в 1221 году в Каталонии, в Испании, а в Италии описание появилось только через 200 лет, но готовить его начали намного раньше. Сейчас это знаменитая сладость на всех континентах и является традиционным лакомством в период рождественских праздников. В состав тароны традиционно входит мед, белок, миндаль, но вариантов действительно гораздо больше. Используют различные виды орехов, сухофрукты, изюм, цедру лимона. Очередной раз перемешиваю миксером и вижу, что нуга отстает уже полностью от стенок и дна кастрюли. Это и есть тот определенный момент, до которого мы готовим нугу. Снимаю кастрюлю с огня, засыпаю орехи и тщательно все перемешиваю. Желательно, чтобы нуга распределилась между орехами более-менее равномерно. Пока я подготовлю форму, вся смесь немного остынет. У меня это специальная форма для тароны, так как я частенько готовлю эти сладости. Но если у вас нет такой формы, не расстраивайтесь. Достаточно положить кондитерскую бумагу снизу, расположить смесь сверху и распределить ее руками. Руки лучше смочить подсолнечным маслом. Таким образом легче будет распределять саму смесь. Иногда в магазине можно найти специальную обладку, но у меня они закончились, поэтому я решила сделать просто на бумаге. Сверху я тоже накрываю кусочком бумаги и прокатываю такой небольшой скалкой. Я отставляю тароны в комнату, где меньше всего у меня влажности. Так как Италия это влажная страна, приходится выбирать какое-то место определенное. Сутки у меня простоял тароны на отдыхе, и я его разрезаю на кусочки. Полосочки примерно 2-2,5 см до 3. Так их удобнее всего кушать. У меня получился очень мягкий тароне, очень вкусный. И вы видите, какой красивый тароне на срез. Здесь и фисташки, и орешки. Хоть это лакомство предназначено для длительного хранения, оно у нас долго не задержится. Сладких вам праздников, друзья!